прошлой серии «Бедной Насти». А мы сейчас находимся вот здесь, в Санкт-Петербурге. Ты мне по-прежнему не безразлична. Но я говорил тебе уже раньше, мы не можем быть вместе. Я вышел из себя и дал ей пощечину. Разрешите представить, фрейлина императрица Наталья Репнина. Вы ошибаетесь, ваше высочество, отныне я не фрейлина, государыня, а фрейлина принцесса Мария Гессен-Дармштадтская. Дай бог, чтобы хоть муж сумел держать тебя в узде. Ирод проклятый. Ишь чего задумал. Да кто ж тебе поверит, что я убил Ивана Ивановича по приказу Анны? А вот к тебе, ворюга, давно доверия нет. Замолчи, холоп. Я служил старому барину верой и правдой. А тебя за обман выгнали. Неизвестно, кому поверят. Известно кому. Кто найдет улики? Тому и поверит. Склянку. Склянку! Склянку прячь, дура! Чего стоишь, как статуя? Зови на помощь. Зови на помощь! Лиза, я тебе туфли принесла, как ты просила. Тебе нехорошо? Ты же вставать собиралась. И не ела ничего. Да что с тобой? Это же твои любимые. Как подумаю, что мне выходить за этого старого черта. Есть не хочется и жить тоже. Но ведь Андрей Платоныч спас тебя. По крайней мере, он всем так говорит. Ну вот видишь, ты тоже сомневаешься. Соня, ну хоть ты не говори, что мне это все привиделось. Я точно помню, что это был Владимир. Лизонька, ты была измученная и взволнованная. Тебе действительно могло привидеться. Да даже если Андрей Платоныч не спас тебя. Ну где же был Владимир, когда тебя нашли? Почему он не принес тебя домой? Значит, и Сычиха мне тоже привиделась. Сычиха? А ты и раньше про нее спрашивала. Ты видела Сычиху? Да, она держала меня у себя, как в плену. А я так и думала, что она злая. Сычиха сказала, что папенька не просто так погиб на охоте. Есть какая-то тайна, понимаешь, которую мы не знаем. Тайна? Какая тайна? Сычиха не успела мне сказать. Она, как сумасшедшая, стала говорить, что его убили. Но это ведь не так. Да, конечно, не так. Папенька упал с лошади, его нечаянно выстрелило ружье. Только зачем она тебе говорила эти ужасные вещи? Не знаю, я не знаю. Она толкнула меня, я упала, ударилась головой. А когда очнулась, Сычихи уже не было, и дверь была заперта. Я на силу ее открыла. Потом я бежала по лесу, и потом ничего не помню, туман. Но я точно помню, что Владимир подхватил меня на руки, когда я упала. Но маменька сама видела, что это был господин Забалуев, а не Владимир. Как же так? Как же так? Ведь я из-за него убежала. Убежала? Постой. Я думала, ты пошла в лес и заблудилась. Нет, это ложь. Я убежала, потому что господин Забалуев ударил меня. Ударил? Надо немедленно рассказать маменьке. Я с ней уже говорила. Она все знает. И она сказала, по делам тебе. Как она могла? Соня. Сонь, помнишь, мы были маленькие, а маменька так нас любила, помнишь? Она была такая веселая, добрая такая была. Когда она так изменилась, Соня? Ты, Петр Михайлович, не привык, что я жалуюсь-то. Да и все думают,
Мария Долгорукая, железная. А у меня то одно, то другое. Не знаешь, как все успеть, да все устроить. Лизавета вон в девках засиделась. Хотела выдать ее за богатого, влиятельного. Но Андрей Платоныч всем же хорош. И старше ее, и опытней. Думала, вместо тебя заботиться о ней будет. Так ведь вот, видишь, она ненавидит его. Все надеется за Владимира Корфа замуж выйти. А я убью скорее их обоих, чем позволю этому свершиться. За твои грехи. Дочь нашу наказываю, Петр Михайлович. Я, кажется, слышал свое имя. Да, Андрей Платоныч, мы тут говорили о вас. Вы ведь наш благодетель, Лизу нашли. Не знаю, как вас и благодарить. Полно, полно, Андрей Петрович. Ведь я ночами не спал. Все, не о голубушке думал. Слава богу, теперь она в безопасности. Позвольте спросить, Андрей Платоныч, как вам удалось разыскать ее? Мы с Татьяной обошли все окрестности и никаких следов. Вы глазами искали, голубчик, а я сердцем. Любящие сердца друг к другу издалека тянутся. Знаете, мы ведь мало с вами знакомы, Андрей Петрович. Никогда толком не поговорили ни о чем. А мне, признаться, давно хочется поближе узнать будущего Шурина. Полагаю, нам действительно есть о чем поговорить. Идемте в гостиную. Огня принеси. Я слышал, свадьбу решили не откладывать. Да, свадьбу откладывать не будем. Марья Алексеевна рассудила, что так будет лучше. Надеюсь, ваш брак будет счастливым. Не сомневайтесь, Андрей Петрович. Уж я свою жену не обижу. Ни словом, ни делом. Холить буду, лелеять, беречь, как зеницу ока. Поверьте, я так счастлив, что женюсь на вашей сестре. Я как мальчишка витаю в облаках, и все мне... А! Ой! Батюшки святые! Шевельнешься, убью. Барин,
А мы вас везде ищем. Про Никитку еще не слышали? Он совсем от рук отбился, стервец. Ничего делать не хочет, не чистит, не убирает. А сегодня вовсе обнаглел. В драку полез. Ну, я ему и показал, как руки распускать. Так он мерзавец. Сбежал с перепугу. Я за ним и не угнался. Годы уже не те. Да и много чести за ним бегать. Твою. Михаил, вы нашли Сычиху. Что она вам сказала? Не нашел. В избушке ее не было. Тогда я отправился в усадьбу к господину Забалуеву, но в услуги меня не пустили. А какое отношение господин Забалуев имеет к смерти Ивана Ивановича? Точно не знаю, но у меня был откровенный разговор с Карлом Модестовичем. И он поведал мне, что господин Забалуев может быть как-то связан с другими делишками, которые творятся здесь в уезде. И вы верите Карлу Модестовичу? Да он вам что угодно наговорит, чтобы вы пошли по ложному следу. Анна, разумеется, я не верю ни единому слову Карла Модестовича. По крайней мере, до тех пор, пока действительно не увижу доказательств его правоты. Однако в этом уезде творятся довольно странные вещи, о которых вам, возможно, неизвестно. Какие, например? Взятки, подделка документов. Император просил меня расследовать это. Но какое это имеет отношение к убийству барона? Карл Модестович на свободе, а он способен на все. Неужели непонятно, что в первую очередь причастен именно он? Анна, поймите. Что бы ни творилось в уезде, нам в первую очередь нужно разобраться в том, что творится в этом доме. Я не помешал? Ваш слуга сказал, что вы здесь. Здравствуйте, Илья Петрович. Вам удалось что-нибудь узнать про яд? Удалось. Я тщательно изучил состав жидкости, которую подмешали в бренди. Признаюсь, результат меня ошеломил. Вот затем я и искал вас, барин. Я этот яд у Никитки в комнате нашел. Полька подтвердит. И что ж, по-твоему, это значит? Не знаю. Он его, шельмец, под кроватью прятал. Я так ему сразу и сказал. Все. Все, не отвертишься, гад. Ты Ивана Ивановича отравил. Где он сейчас? Так я же говорю, сбежал. Ничего, далеко не уйдет. Я его подстрелил. Никита ранен? Не извольте беспокоиться, барин. На поганой собаке все быстро заживает. Сейчас только людей на поиски направим и... Ты тоже все это видела? Видела, барин. Никитка у себя под кроватью яд прятал. А как узнал, что мы его нашли, так сразу бежать вздумал. Только лошадь запрягать стал. Тут-то мы его и поймали. Вот прямо на том месте, где вы сидите. Значит, говоришь, яд нашли в его комнате. Истинный крест. Каким же образом яд оказался здесь? Так это мы
то есть я. Думаю, дай возьму с собой, а то вдруг кто украдет. А потом здесь выронила, когда Карл Модестович с Никиткой сцепились. Вот дура. Дура, баба. Ну, сказал же ей, не выпускать из рук склянку. Ведь яд-то смертельный, не шутка. Я же тебе говорил, это важная улика. Видать, когда я за Никиткой побежал, а эта дуреха за мной, про склянку и думать забыла. Сиди, сиди. Нужно найти Никитку, барин. Пока не сбежал, я распоряжусь, чтобы мужики лес прочесали. Значит, Никиту убил? Не она? Ну, выходит так. Говорились, наверное. Никитка убил Ивана Ивановича по приказу Анны. Пошли, Кристиан, в лес. Никиту найти, доставить ко мне. Складно говоришь, Карл Модестович. Только в следующий раз придумай сказку поубедительнее. Здравствуй, Варя, голубушка. Напугала ты меня, сердешная. Как ты вошла сюда? Я и не заметила. Ой, Владимир Иванович не увидел бы, а то не сносить нам с тобой головы. Не тронет он меня, Варя, не тронет. Ты прости меня, глупую. Я совсем от горя ополоумела. Забыла про тебя. Еду тебе не послала. Ой, ну что ты, что ты. Господи. Вставай, садись. Умер он, Варя. Умер. Век теперь скорбеть будем. А ты сердечная в особенности. Барон Корф был отравлен редчайшим ядом. Я нашел описание в одной книге. Этот яд был сделан на основе растения, которое встречается только в Индии. Это невероятно. Вы не знаете кого-нибудь, кто мог бы привезти его оттуда? Может быть, Карл Модестович? Нет, по-моему, за то время, пока Карл Модестович служил у барона, он никуда не уезжал из уезда. Владимир был в Индии. Вы думаете, Владимир убил отца? Это безумие. Я не говорю о том, что он убил своего отца. Я просто думаю, что он мог привезти яд из поездки в Индию, а кто-нибудь мог выкрасть его. Да, что ж, это вполне вероятно. Как насчет Андрея Платоновича? Он не мог бывать в Индии? При чем здесь господин Забалуев? Он уважаемый человек, предводитель уездного дворянства. В таком деле ни за кого нельзя поручиться. Ну что ж, я, пожалуй, ничем больше не могу вам быть полезен. Откуда этот яд, это я могу сказать. А вот кто его привез или украл, увы. С этим пусть исправник разбирается. Мне пора. И если я еще чем-то могу быть вам полезен, сообщите мне. Спасибо, доктор. Вы все еще подозреваете Забалуева? Я этого не утверждаю, Анна.
Я этого просто не исключаю. Я вижу, что Карл Модестович нашел, как вас убедить. Господин Забалуев выступает посредником в тяжбе с поместьями Корфов. Вам что-нибудь еще известно о нем? Он помолвлен с Лизой Долгорукой. Я слышала, ее мать обещала ему это поместье как часть приданого. Значит, Забалуеву выгодно, чтобы княгиня завладела поместьем. Возможно, но Забалуев состоятельный человек, и у него есть свое имение. А Карл Модестович нищий и негодяй. Я знаю. Но что, если барона убил не шулер? Нужно учесть все возможные варианты. Поймите, барон уволил Карла Модестовича за воровство, а он втерся в доверие к Владимиру. Он хитер, как дьявол, и он сделает все, чтобы расправиться со мной. Я с вами согласен. Поэтому нужно арестовать убийцу до того, как это произойдет. Я знаю, кто убийца. Я не буду сидеть и ждать, пока вы мне поверите. Думаешь, маменька любила отца? Конечно. Отец был замечательным, чудесным человеком. Его невозможно было не любить. А я раньше так думала. Когда ты пропала, маменька ходила на могилу к папеньке. И знаешь, она его так ругала, винила во всем. Мне показалось, она его ненавидит. Значит, Сычиха была права. Есть какая-то тайна гибели папеньки. Значит, что-то в нашей семье случилось, о чем мы с тобой не знаем. Думаешь, Андрей может знать? Андрей. Соня, позови мне Андрея. Я должна с ним поговорить. Только осторожно, чтобы маменька ничего не заподозрила. Ты и про пощечину расскажи. Пусть все знают. Уж тогда наш брат этого мерзавца Андрея Платоновича и близко к дому не подпустит. Чего ж тебе не хватало, Петр Михайлович? Разве плохо мы с тобой жили? А? Зачем же ты все разрушил? Ой, как я мучилась тогда. Ну вы-то радовались со своим дружком дорогим. Корф не меньше тебя виноват. И отберу я у них именье. Отберу. Пусть его сын нищим будет. Пусть помучается Владимир, как я мучилась тогда. Ух ты, дрянь! Не смейте трогать слуг в моем доме! Да на штаны мне прожгла, руки ей оборвать, и немедля! Это мне решать, а не вам! Удивляюсь я вашему терпению, Андрей Петрович. Держать такую девку в доме опасно. Пожар может устроить. Татьяна выросла с нами, со мной и моими сестрами. И прошу вас запомнить, Андрей Платонович, никто в этом доме не имеет права так с ней разговаривать. Простите великодушно, Андрей Петрович. Я ведь не знал, что Татьяна в этом доме на особом положении. Дело не только в ней. Я никому не позволю в моем доме вести себя столь бесцеремонно. Смею напомнить, Андрей Платонович, вы нам еще не родственник. Понимаю. Я, знаете, больше от испуга. Уголь все-таки раскаленный, погорячился. Бог с ними, свои люди, сочтемся. Совершенно верно. Сколько я вам должен за испорченную одежду? Забудьте, забудьте.
Сколько суеты из-за прожженной ткани. Ну, однако пора и честь знать. Делас. Прошу прощения. Что такое, Полина? Тихо ты. Вроде бы никто не заметил. Кого ты боишься? А ты не знаешь, Карл Модестович совсем с ума сошел. В меня из пистолета целился. Чуть Никиту не убил. Что с Никитой? Он ранен? При чем здесь Никита? Модестович в него попал. Но все обойдется. За что же Карл Модестович с пистолетом на него бросился? Я же говорю, в конец ополоумил. Я от страха не знала, куда прятаться. Думала, ненароком в меня попадут. И как в воду глядела. Пистолет бац и выстрелил. Слава богу, не в меня. И где же Никита сейчас? Ему же помощь нужна, раз он ранен. Угомонись. Он в лесу спрятался. Ума хватит, не вернется. А нам с тобой о себе позаботиться нужно. Ты о чем? А ты не знаешь. У Карла Модестовича одна забота. Доказать, что вы с Никитой барона убили. Он хочет, чтобы я ему в этом помогла. И чего ж ты от меня хочешь? Замолви за меня словечко перед Сергеем Степановичем. Пусть он мне прослушивание устроит. На актерку, в императорский театр. Не уверена, что он согласится. А ты попробуй, уговори его. А взамен я тебе про каждый шаг Карла Модестовича рассказывать буду. Вот тебе крест. Он-то думает, что я на его стороне. Ничего не заподозрит. Ну, что скажешь? Я подумаю. Не надо думать, надо действовать. Иначе тебя арестуют за убийство барона. Я теперь сама следить буду, чтоб тебе еду носили. Только скажи, что тебе еще там надо в избушку твою? Варя, голубушка, все, что там есть, до конца дней моих хватит. Угу. Я помню, как избушку твою чинили. Туда зайти было страшно. Крыша прогудилась. А барон крепостных послал. Все отстроили. Печку сложили. Дров тебе прислать? Только скажи, я пошлю кого-нибудь. Нет, 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 не беспокойся. Володя меня теперь не оставит. Он сам все принесет. Вот ты где. Доктор Штерн уверяет, что яд из Индии. Этот не из Индии. Но там яд. Угу. Откуда это у тебя? Модестович утверждает, что нашел его Никита. Вред, подлец. Никита бы и мухи не обидел. Как ты думаешь, что Карл Модестович затеял? Затеял. Затеял обвинить в убийстве Анну с Никитой. Чтобы отвести подозрения от себя. Угу. Но Илья Петрович сказал, что яд, подмешанный в бренди, из Индии. Стало быть, непонятно, зачем моему управляющему подбрасывать Никите обыкновенный мышьяк. Он просто не знал, каким ядом отравили Ивана Ивановича. Стало быть, он не убийца. Значит, все обвинения против Анны не имеют смысла. Значит, нам нужно по-прежнему найти убийцу моего отца. Я этим сейчас и занимаюсь. Владимир,
раз ты понимаешь, что Анна невиновна, позаботься о том, чтобы Карл Модестович не преследовал ее. Миш, ты невыносим. Мир вокруг рушится, ты думаешь только о ней. Ну согласись, сейчас не до того. Да, я понимаю. Но кто бы ты ни был убийцей, он наверняка уже смог замести следы. Надо найти способ заманить его в ловушку. Ты подозреваешь кого-нибудь? Что тебе известно о Забалуеве? Спасибо вам, Андрей Петрович. Меня еще ни разу в жизни никто так не защищал. Таня, но это правда. Для нас ты больше, чем служанка. Ты всегда была другом мне и сестрам. Без тебя мне было бы пусто в этом доме. Правда? Я когда-нибудь тебя обманывал? Да. Не один раз. Помните, в детстве, когда мы были маленькие, вы заблудились в лесу, и я вас нашла и спросила тогда: Андрей Петрович, вы заплутали? А вы нахмурили брови и сказали: нет, я не заплутал. Я просто рассматриваю ландшафт. Танечка, послушай, скоро все изменится. Я уеду в Петербург. Лиза выйдет замуж, и Андрей Платоныч станет твоим хозяином. Я не смогу тебя защитить. Андрей Петрович, все должно быть по-другому. Елизавета Петровне ни в коем случае нельзя выходить за господина Забалуева. Я хотела тебе это сказать. Таня, твои слова ничего не изменят. Я знаю, тебе не нравится Андрей Платоныч. Мне тоже. Но как бы ты этого не хотела, Лиза выйдет замуж за него. А я женюсь на Наталье. Но вы ведь не делали ей предложение. И значит, она не давала согласия. Таня, я собираюсь сделать ей предложение, и она ответит согласием. А если бы я не была крепостной? Если бы я была вам ровней? Все могло быть иначе. Прости. Соня, куда это ты так разбежалась? Андрей ищу. Зачем? Поговорить. О чем? Просто поговорить. Тебя Лиза послала, верно? Рассказать Андрею о пощечине? Новую отговорку нашла. Но, маменька, разве позволительно жениху бить невесту? Невеста сама виновата. Сонюшка, я не понимаю, как Андрей Платоныч еще терпит ее. Не лезь не в свое дело, Соня. Иди за мной. Забалуев. Предводитель уездного дворянства. Возможно, он как-то связан с темными делишками, которые творятся в вашем уезде. Подделка документов, фальшивые ассигнации. Может быть, твой отец знал что-нибудь об этом? Возможно. Но только мне он об этом ничего не говорил. Впрочем, мы с ним не часто разговаривали. Но, кроме того, Забалуев, похоже, мог быть сильно заинтересован в том, чтобы княгиня Долгорукой заполучила поместье. Не знаю. Не знаю, виновен Забалуев в убийстве твоего отца или наши подозрения напрасны. Однако очевидно, что поговорить с ним стоит. Он скользкий тип, Миш. Вряд ли тебе удастся с ним поговорить. Тем более, если я пойду с тобой. Он знает, как я к нему отношусь. Я постараюсь втереться к нему в доверие. Может быть, он как-нибудь выдаст себя. А я просмотрю бумаги отца.
Может быть, найду что-нибудь. Ну, как пройти мимо людей Забалуева? Вот в прошлый раз они меня не пустили. В последний раз я видел Забалуева у Долгоруких. Загляни к ним. Быть может, он и сейчас там. Береги себя, Никитушка. Враг твой еще на свободе гуляет, дух, береги себя. Андрей Платоныч. Рад вас видеть. И я рад. Какими судьбами? Я, представьте, именно к вам. Ко мне? Случайно стало известно, что вы у княгини Долгорукой, и я поспешил сюда. Да, я вот собирался уходить. Вот мы и разминулись. Однако, если уж я вас застал, прошу уделить мне несколько минут. Извольте. Слушаю. Я хочу поговорить с вами о печальном событии у Корфов. Да, печальное событие. Надеюсь, убийца найден. В том-то и дело, что разгуливает на свободе. Мы-то, как вы помните, полагали, что это Карл Модестович. Да. Однако Владимир Иванович полагает, что его управляющий невиновен. Ну, позвольте, ну как же так? Ну, Иван Иванович выгнал его с позором, это было при мне, что сын прошел против воли отца. Этот немец не так-то прост. Насколько я понимаю, он наплел Владимиру, будто бы в вашем уезде какие-то темные делишки творятся. Намекнул, что кое-кому была выгодна смерть барона. И кому же? Имен он не называл. Очевидно, пытается отвести от себя подозрения. То есть это нам с вами очевидно, а Владимир ему верит. Ну и дурак. Поэтому я и приехал к вам, как предводителю дворянства. Кто лучше вас знает о положении в уезде? Да, пожалуй, уж никто. Вот именно. Совместными усилиями мы могли бы убедить Владимира Ивановича, что немец-то его обманывает. Ну, пора положить этому конец. Правильно мыслите, молодой человек. Не дело, чтобы убийца разгуливал на свободе. Как бы новой беды не вышло. Значит, вы поможете мне, Андрей Платоныч? Можете на меня рассчитывать. Благодарю вас. В таком случае, до скорой встречи. До скорой встречи. Я уже собиралась уходить. В чем дело? Вас раздражает мое присутствие? Нет, просто я хотела избежать очередной ссоры с вами. Ну, к чему же ссориться? Позвольте полюбопытствовать, что вы здесь рассматривали? Рисунки, привезенные вами из Индии. И здесь Индия. Ряд совпадений уже закономерность. Мишель мне рассказал, что яд, который был подмешан в бренди, тоже привезен оттуда. Угу. Поэтому я их рассматривала. Уж не подозреваете ли вы меня
в убийстве отца. Вы знаете, кого я считала убийцей. Карла Модестовича. Вы могли привезти этот яд из Индии, а он мог легко его украсть. Но вы, конечно, не хотите верить в это. Вам легче поверить в то, что я убила Ивана Ивановича. Так считает Карл Модестович. Вы знаете, что Карл Модестович стрелял в Никиту? Да. Он сам мне об этом рассказал. Мало того, он сказал, что Никита украл этот яд по вашему приказу. А вы, конечно же, верите любой чепухе, которую Карл Модестович сочинит. Вам совершенно все равно, кто убил вашего отца, лишь бы я была виновной. Возможно, он и деньги для вас крал, потому что Иван Иванович устал расплачиваться с вашими долгами. Может быть, вы поэтому его так выгораживаете? Знаете, настоящим убийцей может оказаться кто угодно. Даже тот, кого меньше всего подозревают. О чем вы? Перед смертью отец хотел переписать завещание. И все свое состояние оставить вам. Я тоже был удивлен. Если не сказать больше, раздавлен. Однако отец не успел составить новый документ. Он очень вовремя. Прости, Господи, умер. Так что, возможно, я не хочу, чтобы убийцы моего отца нашли.